Всем привет! Засыпанные старинные здания видели многие, но вот не совсем понятны следующие вопросы. Первый вопрос. Насколько были засыпаны здания, на какой максимальный уровень? Второй вопрос. Если здания в городах были засыпаны хотя бы на 1,5–2 метра, то как и чем их откапывали? Ведь это огромные объемы грунта. Третий вопрос. Куда делись снятый грунт? Четвертый вопрос. А зачем вообще нужно было откапывать здания? И пятый вопрос, самый сложный. Все-таки из-за чего или почему, из-за какого явления были засыпаны здания? Если в России здания были закопаны, как мы все думаем, на один этаж, то в США здания были закопаны малость больше. Рассмотрим на примере двух американских городов – Сиэтл и Канзас. Оба города интересны нам тем, что в них были закопанные дома. Сиэтл находится на побережье на высоте всего 42 метра над уровнем моря, а Канзас находится в глубине материка на высоте 269 метров над уровнем моря. Давайте посмотрим на старинные фотографии. Это фотографии из Сиэтла, и мы видим просто сюрреалистичные виды. Что вообще здесь происходит? Мы видим колоссальные груды грунта, плоские вершины которых говорят о том, что ранее это было земной поверхностью. Вот что удалось найти на просторах интернета. В начале 20 века Сиэтл, штат Вашингтон, быстро становился крупным центром торговли на северо-западе Тихого океана. Расположенный на узком холмистом перешейке, город должен был расти организованно. После пожара, который уничтожил большую часть центра города, городской инженер Томпсон воспользовался возможностью, чтобы возглавить широкомасштабные усилия по укрощению местности вокруг города и подготовить его к столетию роста. Были вырыты каналы, реки были отведены в стороны, а горы сдвинуты. В частности, ледниковые холмы и гряды, которые отделяли окрестности от набережной в центре города, считались основным препятствием для путешествий и торговли и стали главной целью для удаления. С 1890-х по 1920-е годы более 38 миллионов кубических метров земли было вычищено с помощью топоров, водяных пушек, паровых экскаваторов и конвейерных лент. Большая часть перемещенной земли использовалась для заполнения приливных отмелей на набережной. Очень интересна фраза «ледниковые холмы». В оригинале написано «Glacial Hills». Обсудим этот момент позже. Рассмотрим фото. Внизу стоят дома, по всей видимости деревянные. Довольно сложно понять, эти дома стояли на этом уровне всегда, то есть были так построены, или эти дома откопали. Для откопанных домов они выглядят очень целыми. У них есть крыша, кровельный материал на месте. Возникла мысль, что грунт из-под дома постепенно удалили, и дом таким образом постепенно проседал до необходимого уровня. Если дом деревянный, то такое возможно. Например, на этой фотографии видно, что дом немного наклонен относительно горизонта, а справа видны люди, которые размывают грунт под домом мощной струей воды. Вот что удалось найти на этот счет. Многие из домов, которые должны были сняты с холма, не нужно было сносить. Их просто подорвал поток воды, и когда они упали в яму, их подожгли. В нашей подборке будет несколько фотографий, на которых люди поливают землю мощным потоком воды. Если на предыдущей фотографии они, возможно, вымывали грунт под домом, то что именно происходит на этих фотографиях, непонятно. Эта фотография подписана «Leveling Streets in Seattle», что переводится «Выравнивание улиц Сиэтла». Вот еще одна фотография, где отчетливо виден трубопровод и поливание земли водой. На этой панорамной фотографии поливают землю, и дом стоит слегка наклоненный в очень странном месте среди размытого грунта. Для чего поливают землю мощными струями воды? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Кто-то скажет, что поливают водой, чтобы не было пыли. Но откуда этой пыли взяться, если в данный момент не производятся какие-либо работы? На других фотографиях, напротив, проводятся земляные работы экскаваторами, но водой землю не поливают.
На этой фотографии посередине мы видим большое капитальное каменное четырехэтажное здание и рядом огромную кучу грязи. Здание частично засыпано грунтом слева. Можно рассмотреть несколько версий. Это здание было построено, а позже занесено грунтом, или же здание было построено рядом с этой огромной кучей грунта, во что верится с трудом. Дом дальше и правее тоже соседствует с огромной кучей грунта. И к этому дому также масса вопросов из серии «Как?», «Зачем?» и «Почему?». Давайте посмотрим еще несколько фотографий. На этой фотографии мы видим два здания как бы на холме. Высота холма практически равна высоте здания. Там, где земля расчищена, видна мостовая. Не совсем понятно. Мостовую откопали или решили выложить мостовую, не дожидаясь окончания всех земляных работ. На этой фотографии видно, что здание с арками было сильно засыпано с одной стороны. Вот фотографии из Канзаса, на которые мы видим здание, занесенное грунтом по самую крышу. Кто-то скажет: «Ко-ко-ко, это просто такой ракурс. Это просто перед зданием холм». Хорошо. Давайте посмотрим на следующую фотографию, на которой видно, что каменное здание занесено грунтом сбоку на высоту двух высоких этажей. Это примерно 4 роста человека, суммарно равные 7 метрам. Эта же фотография есть с подписью. Угол Делавера и 4-й улицы смотрят на юг с 3-й в центре города. На фотографии этой коллекции, датированной 1867 годом. Глиняные банки были сняты, улицы заасфальтированы и справа добавлены здания. Высота засыпания здания легко достигала 7 метров. А это огромные объемы грунта. Если власти города решали этот объем грунта удалить, то это представляло собой весьма сложную задачу. Для расчистки городов использовалась тяжелая техника, например, экскаваторы. Экскаваторы передвигались по рельсам, и вот, например, экскаватор посередине улицы на отрезке рельсового пути со шпалами. А вот фото, где экскаватор загружает грунт в вагоны поезда. На этой фотографии собралась толпа, чтобы засвидетельствовать последний ковш грязи и завершение второго переоформления города. Для удаления грунта работал железнодорожный транспорт. Рельсы прокладывали прямо на улицах города. Кроме тяжелой техники использовали ручной труд и телеги. Также использовали длинные транспортерные ленты, по которым грунт транспортировался на большие расстояния. Вот, например, закрытая транспортерная лента, ведущая грунт к гавани. Интересна эта фотография, на которой, судя по конфигурации ленты транспортера, идет закапывание какой-то подземной полости. Судя по подписи, это находится в городской черте на 5-й авеню и улице Беттери. Как вы думаете, что за полость была найдена в земле, что для того, чтобы ее заполнить, решили проложить туда транспортерную ленту? Может быть, заброшенная шахта? В конечном итоге весь лишний грунт грузился на баржи и затапливался в море. Вот фото разгрузки баржи путем переворачивания. Зачем понадобилось вывозить такой огромный объем грунта? Попробуем выдвинуть гипотезы. Первое, что нам поможет, это название холмов – Glacial Hills, что в переводе означает «ледяные холмы». В нашем понимании ледяные холмы – это вечная мерзлота. Могла ли быть в Сиэтле в начале 20 века вечная мерзлота? Давайте разбираться. Сиэтл находится на побережье океана, рядом с Канадой, на широте 47 градусов. Для понимания, на этой широте находится Ростов-на-Дону. В Сиэтле бывает зима и выпадает снег. Вот среднегодовые температуры в Сиэтле. Бывает до минус 17. Могла ли в Сиэтле в начале 20 века быть вечная мерзлота? Теоретически да. Только откуда ей взяться на такой широте? Вот, например, добыча золота на Аляске. Для того, чтобы добраться до золотоносного слоя, рабочие размывают вечную мерзлоту мощными струями воды. Почему грунт размывают именно водой? Почему не экскаватором? Попробуем ответить на этот вопрос. Наверное, водой размывать подобный грунт проще всего. Это проверенный десятилетиями способ размытия вечной мерзлоты. Интересно то, что такой же способ применялся в Сиэтле.
Обратите внимание, что оставшиеся холмы в городе не срывают экскаваторами, а именно смывают, точно так же, как и золотодобытчики на Аляске. Вечная мерзлота не позволяет возводить высотные здания. На этом фото видно холм, который срывают экскаватором, а за ним виднеется 10-этажное здание. Видно, что многоэтажка стоит на уровне грунта, гораздо ниже, чем верхушка этого холма. Большие объемы грунта могут быть перенесены двумя способами – с помощью воды или по воздуху. С помощью воды, например, наводнением, селем или волной цунами, а по воздуху в виде пылевых бурь. Хочу честно признаться, что я до сих пор не знаю точную причину засыпания городов по всему миру. Возможно, причины засыпания каждого города были разные. Давайте узнаем, что будет с городом Сиэтл при повышении уровня воды на 50 метров. Его сильно затопит. Могло ли быть так, что 100-200 лет назад место, где в будущем был построен город Сиэтл, накрыло ледяным цунами? Цунами могло принести ледяную крошку, грязь и ил, которые, замерзнув вместе, образовали вечную мерзлоту, которая на проверку оказалась не очень вечной. Например, в наши дни, начиная с 20 века, так называемая вечная мерзлота активно тает. Теперь перенесемся в штат Аляска, который, кстати сказать, почти весь покрыт вечной мерзлотой различных типов. Кстати, Аляска раньше принадлежала Российской империи. Вот что нашел Юрий, автор канала «История Пи». Фрэнк Хиббинг в своей книге «Потерянные американцы» пишет следующее. Эти кости найдены по всему центральному региону Северного Аляскинского полуострова, встроенные в типичную аляскинскую гадость. Когда золотоносный слой лежит под этой гадостью, шахтеры копают ямы и шахты через гадость, чтобы добраться до золота. Под ним во многих местах аляскинское навозное одеяло заполнено костями животных и остатками деревьев. В этой замерзшей массе лежат искривленные части животных и деревьев, смешанные с кусками льда торфа и мхов. Замороженная гадость сохранила сухожилия животных и куски мяса. Обратите внимание, что эту массу называют навоз и гадость. Читаем дальше. В одном месте к северу от Фэрбанкса бульдозер использовался для того, чтобы протолкнуть тающую грязь в шлюз для извлечения золота. Когда солнце растопило черную слизь, запах нескольких сотен тонн гниющего мяса распространился на несколько миль вокруг. Давайте найдем этот город. Он находится в середине штата Аляска, более чем в 550 километрах от побережья, на высоте 136 метров над уровнем моря. Предположим, что возможно два способа получения вечной мерзлоты – из-за осадков и из-за цунами. Рассмотрим первый вариант. Например, из-за проливных дождей, сопровождающихся размытием грунта селевыми потоками с последующей заморозкой. Еще один способ образования вечной мерзлоты из-за осадков. Это могут быть обильные снегопады с последующим таянием снега, размыванием грунта, селевыми потоками с последующей заморозкой. Если предположить, что причиной появления на всей площади Аляски вечной мерзлоты, состоящей из перемолотых останков животных, деревьев, льда, грязи и ила, было гигантское цунами, то оно должно было быть высотой более 136 метров. Давайте проверим эту версию в специальном сервисе. Установим высоту затопления данной территории на 150 метров, 200 метров, 300 метров и 400 метров. Чтобы сказать наверняка, что стало причиной появления вечной мерзлоты в Аляске на высоте более 130 метров, необходимо исследовать грунт, находящийся в вечной мерзлоте. Откуда он? С дна морского, например, ил, или этот грунт образовался на поверхности Земли? Сложно даже представить себе волну цунами высотой более 100 метров, что его вызвало и какие были последствия от этого цунами по всему миру. Так или иначе, то воздействие на Землю было очень мощным и масштабным. А вот карта распространения вечной мерзлоты. И мы видим, что Сиэтл находится на границе распространения самой слабой вечной мерзлоты. А вот еще интересное фото из Сиэтла, на котором мы видим закопанное здание с окнами. Почему так получилось, сказать сложно.
То, что окна не арочные, не говорит о том, что здание новое. Прямоугольные окна говорят о совсем другой технологии возведения окон. Теперь перенесемся в Канзас. Канзас находится очень далеко и высоко над уровнем моря, и его не затопит при повышении уровня на 250 метров. Река, которая протекает рядом с Канзасом, находится глубоко в ущелье, и она, скорее всего, тоже не могла стать причиной засыпания города грунтом. Давайте посмотрим на ранние фото Канзаса в самом начале его раскапывания. Мы видим очень странный ландшафт, напоминающий волны песка под водой или дюны. Мы видим совсем мало небольших деревьев. Значит, лет 50 назад деревьев не было совсем. Если деревьев не было, мог ли ветер перенести весь этот огромный объем грунта? Если города засыпало песком из-за песчаных бурь, тогда это объясняет тот факт, почему здания устояли. Это я к тому, что скептики в один голос говорят, что если было гигантское цунами с высотой волны 100 и более метров, то от городов вообще бы ничего не осталось. В завершении ролика хочу отметить, что причина засыпания городов грунтом могла быть разная в зависимости от рельефа и высоты над уровнем моря. В прибрежных регионах это могло быть цунами, а где-то песчаные бури. Вот, например, видео из северного поселка Шойна, в котором самая северная пустыня в мире постепенно поглощает дома. А на этом все. Оцените видео по достоинству, напишите сразу несколько комментариев и поделитесь видео с друзьями. До новых встреч, пока!